Божество есть сокровенный живой или движущийся огонь, и вечные свидетели этому невидимому присутствию свет, тепло и влага. Эта троица вмещает все и является причиной всех феноменов природы. Вопрос. Как это связано с принципами 7, 6 и 5? В других источниках встречаются и другие определения – огонь, вода и воздух. Божество есть сокровенный, живой и движущийся огонь. И вечные свидетели этому невидимому присутствию – свет, тепло и влага. Елена Петровна именно в этой транскрипции она хотела сказать, что именно оккультная философия, она рассматривает божество как сокровенный, живой или движущийся вот этот огонь в вечном движении. А это движение олицетворяется жизнью. И вот эта жизнь выражается дыханием. Вот об этом явлении она говорила как о мире духа вне форм. Она как раз и раскрывала абсолютное сознание. И свидетели этому абсолютному сознанию являются свет, тепло и влага. Это один аспект. По 7, 6 и 5 принципе, которые имеют, безусловно, по аналогии соотношение с сознанием человека, а соотношение это можно соотнести с тем, что именно огонь, вода и воздух, они являются свидетелями развития человеческого сознания. Вот если в этом ключе мы подходим с экзотерической точки зрения и эзотерической, то мы видим аналогию, которая будет постоянным состоянием нашего сознания именно в постижении этой истины. Вот эта аналогия, она должна постоянно присутствовать. Эта троица, свет, тепло и влага, вмещает в себя все. Это есть единое сущее, и оно не разделено. Точно так же, как невозможно разделить 7, 6 и 5 принципы. Не бывает атма без будхи и манаса. Точно так же, как нет света без влаги и тепла. Это единое состояние троих, которое вмещает в себя все. И если эта троица вмещает в себя все и едино, значит, она есть причина. Причина чего? Всех феноменов в природе. Феномены в природе – огонь, вода и воздух. В прологе упоминается частичное или местное Манвантария, которое может быть солнечной или даже планетной. Можно ли узнать побольше о частичной солнечной Манвантаре? И как это затрагивает Солнечную систему? И возможно ли частичная Манвантара отдельной планетой в Солнечной системе? Частичная солнечная Манвантара, она, безусловно, касается нашей планеты в ее периодах, когда наступает оледенение планеты Земля или кристаллизация ее, когда жизнь покидает планету. Вот это есть частичная солнечная пралая, которая отражается на земном плане. Эзотерическая философия говорит о любом проявленном явлении как о конечном. То есть, когда оно полностью сформировано, потом оно должно быть полностью разрушаемо, ибо все, что проявлено, все, что феноменально, не вечно. И вот эти периоды, о которых Елена Петровна пытается нам сказать, что есть великие периоды, которые называются солнечными манвантарами или планетарными манвантарами, которые может доходить до частичных манвантар или пралай. Это говорится в принципе о том, что по аналогии как вверху, так и внизу происходит циклическое эволюционное развитие сознаний, природы, человека. Мы можем это проследить, как день сменяет ночь, то есть в очень маленьких циклах. И вот частичное планетарное, это значит происходит из расы в подрасу, то есть один цикл развития человеческого сознания в одной подрасе переходит в следующую подрасу, и между ними возникает либо пралая, либо манвантара. Мы знаем, что во Вселенной все связано, все в едином находится. И периодичность – это как бы в одном круге,
в одной сфере находится очень много сфер. И все эти сферы, они отображают периоды различной длительности. И отличие лишь только в длительности. Это можно точно так же соотнести и с человеком, потому что такой же точно процесс по аналогии происходит и с человеком. Дело в том, что на эту проблему нужно всегда посмотреть от единого к частному. И об этом суть вот этой речи, что нужно от единого суметь посмотреть на частное. И только аналогия способна привести нас к правильному пониманию происходящего. Манвантара или проявление. Манвантара дает возможность проявиться самой малой частички каждой планеты в Солнечной системе, каждой частицы разума. Ведь поднимаясь через все степени разума, от низшего до высшего, от минерала до растения, животного, человека, это мы можем говорить о человеческой эволюции, о начале Манвантари. Но разве она может быть отдельно от общей Манвантары? Это все есть вместе, это все есть единое состояние. Манвантара или выдох, или дыхание дает жизнь или движение всей Солнечной системе, каждой планеты или ее частички. Можно ли отождествить движение извне вовнутрь и изнутри наружу с проявлением причины и следствия? По аналогии, да, можно отождествить. Но если посмотреть глубже на этот вопрос, то мы приходим к следующему. В прологе говорится о беспричинной причине всего, о бескорнем корне всего. То есть говорится о мире беспричинной причины. А если нет причин, то значит и нет следствий. Значит, получается, что когда мы говорим о мире духа вне форм, то мы не можем сказать, что закон причинно-следственной связи работает. А мы можем сказать только о дхарме, о вечном законе. И этот вечный закон, он отождествляется с вечной жизнью. А движение с дыханием, а дыхание с циклами. И это все три явления одного, то есть абсолютного сознания. Но тогда, когда разворачивается космос или Вселенная, когда разворачивается божественная мысль, то тогда все начинается с позиции развития человечества. И тогда включается закон причинно-следственной связи, ибо тогда проявлена причина. Значит, получается, что как только человеческая эволюция начинает разворачиваться, этап этот развития человеческого царства природы, то в этом случае только и включается причинно-следственная связь, то есть закон кармы. Потому что карма, она ведет и способствует развитию человека. Движение извне вовнутрь и изнутри наружу возникает в силу повиновения вечному и непреложному закону. Так совершается распространение единой божественной сущности. Извне вовнутрь – это планы духа вне форм, это непроявленное состояние. Любая причина уже есть проявление. Значит, причина изнутри наружу. Тогда получается извне вовнутрь движение – это есть беспричинная причина. Изнутри наружу – причина. Каждое словосочетание «беспредельная пустота» и «условная полнота» содержит одно или два понятия. Это есть состояние, ощущаемое открытым глазом Дангма. Это двойственность в своей ясности. Истинная жизнь, как небытие и бытие в единстве. Главное понять, о чем говорится, когда Елена Петровна пишет о беспредельной пустоте и условной полноте. Что она описывает? Она описывает пространство. Пространство не есть беспредельная пустота, не условная полнота, но вмещает в себя оба эти понятия. То есть символически мы можем выразить это кругом. Круг или окружность – это есть пространство. Для того, чтобы посмотреть
где в этом пространстве или окружности беспредельная пустота и условная полнота, начертите этот круг на фоне. То, что за кругом – это беспредельная пустота, то, что в круге – это условная полнота. Но разве это может быть раздельно? Это может быть только вместе. Это единое понятие пространства. Почему в комментариях к прологу Елена Петровна говорит, что чувство знания является опять-таки майей? Означает ли это, что чувство знания есть лишь предчувствие мудрости? Чувство знания основано на переживании чувственной психической природы. И, естественно, чувства любят обманываться. И это майя. Необходимо воспитание сердца через самоотречение и дисциплину ума. Тогда сгармонизированное чувство сердца соединится с зерном духа или духоразумения, что и приведет к синтетическому мышлению. Вот этот синтез и является собой ясность. Ясность понимаемого, а значит, следовательно этого. И согласно этому человек проявит действительность существования как небытие и бытие в одном. Если мы имеем в виду то, что написано в прологе о непроявленном и проявленном, то надо понимать, что чувство знания – это есть уже проявление. Любое проявление периодично. Любое проявление – это майя. Если мы говорим о мудрости в человеческом понимании, то она точно так же конечна. Бесконечно и беспредельно только непроявленное. Раньше был единый язык Синзар, который знали только посвященные, и он был потерян. Можно ли сейчас сказать, что теософия ведет к возвращению этого единого языка, и что скоро будет этот единый язык, и теософы работают над этим? В период, когда был развязан язык в кавычках, или речь, то этот период дал человечеству общение между собой для понимания друг друга через форму выражения. Значит, возврата к такой форме словесного выражения мы не вернемся, ибо форма меняется всегда, а суть остается. В настоящее время мы обретаем возможность общаться на языке сердца в духе. Это и есть слияние двух миров – тонкого и плотного, тонкого и феноменальных миров. И это будет единый язык. Любое единство, как и единый язык, это состояние непроявленное. Когда начинается дифференциация, то это единое становится множеством. Когда был непроявленный язык или непроявленная речь, когда было начало причины, язык этот и был единый. Произошла дифференциация согласно закону эволюции, согласно рождению первой, второй, третьей, четвертой и пятой расы. Следовательно, произошла дифференциация. Но мы знаем, что есть начало и есть завершение. Есть непроявленное, потом проявленное, а потом происходит завершение всего этого. Это закон. Следовательно, в данный момент, когда мы проживаем цикл пятой расы, мы уже прошли ту самое плотное состояние, и языковое в том числе. Мы начинаем завершаться или утончаться, то есть постепенно все идет к единому. Так действует закон. Цитата из пролога «Тайной доктрины». Также, когда наступает возвращение к пассивному состоянию, происходит сокращение божественной сущности, и предыдущее созидание постепенно и последовательно растворяется. Вопрос: что значит сокращение божественной сущности? При сокращении божественной сущности уходит вода жизни, и феномен растворяется. Сокращение божественной сущности не есть ее прекращение или исчезновение. Сокращение божественной сущности – это концентрация,
перед тем, как выдохнуть эту божественную сущность и раствориться во множестве, в каждом мире. Движение божественной сущности сродни пульсу. Как пульс у человека сокращается и расширяется, точно так же работает и пульс Вселенной, когда божественная сущность этим пульсом начинает дышать. Сокращение, концентрация, выдох или движение. Так жизнь божественной сущности постепенно и последовательно растворяется. Почему пролог является синтезом тайной доктрины? И как дальше разворачивается эта идея в станциях? В прологе дается обзор понятий и порядок той последовательности с предупреждением о 3 смысловых значениях, как ключ к станциям дзян. В этом и явлен синтез, ключ к вратам познавания тайной доктрины. В прологе дан весь скелет построения тайной доктрины, система. А познается эта система как раз синтезом. Сама тайная доктрина так и называется – синтез науки, религии, философии. Синтез – это соединение проявленного и непроявленного, высшего и низшего, духа и души, ума и сердца. Если мы будем внимательны, мы посмотрим, как строится описание комментариев каждой станции, каждой шлаки. Она не ограничивается описанием какого-то одного плана, а именно дается комплекс движения мысли, соединяющее проявленное и непроявленное, высшее и низшее, космическое и человеческое. Так наш ум приучается к этому синтезу, а сердце рождает синтез. По учению теософии, значит ли, что мы думаем сами, принимаем решения сами, планируем сами? Чтобы думать, мы этому учимся. Вся сложность в развитии сознания, в неумении синтезировать или, другими словами, соединять противоположения в единую структуру и, как следствие, понимание явления в феноменальном мире. Чтобы принять решение, самим нужно знать следствие своего решения наверняка и ясно. Когда мы перестанем планировать, то выйдем в состояние необходимого сейчас, то есть естественного хода событий, в его таковости или правильности разумного действия согласно обстоятельствам. И человек предполагает, а Бог располагает. Такова притча, формула естественного хода эволюции для развития сознания. Значит ли, что мы не сами думаем, мы не сами принимаем решения, что мы сами ничего не можем планировать? Потому что изначально за нас это все уже свыше предрешено. За нас кто-то думает, за нас кто-то решает и за нас кто-то планирует. А мы не знаем это, мы думаем, что это сами мы, но на самом деле это не так. Действительно, пока мы не пробудили свое сознание, до тех пор мы совершаем ошибки. И кармический закон, закон того, что мы понатворили, он нас всегда подводит к этим узловым состояниям, где мы должны обязательно разрешить эту проблему. То есть обязательно прийти к состоянию переоценки ценностей. И как только мы начинаем разумно мыслить, переоценивая каждую ошибку свою или свои ценности, к которым мы стремились, в этом случае мы приходим к пониманию, что самое ценное – это жизнь. И постепенно в этом состоянии пробужденного сознания мы начинаем разумно действовать. Мы сами тогда думаем, потому что у нас есть о чем думать. Думаем согласно закону, думаем правильно или имеем побуждения правильные, решение принимаем правильное, планируем сами, но всегда согласуем с высшими принципами, с высшей природой в себе,
с высшим законом. И тогда еще вопрос. А мысли, они откуда рождаются в нашей голове? Откуда зарождаются мысли? Наш преемник, мозг в голове, отражает различные комбинации напряжения, энергии или тонов, волн, вибраций. На каждую волну человек настроен таким свойством и качеством своей мысли, ибо мысль – следствие нашей культуры и тех привычек или устремлений, как побуждающей силы, притягивающей соответствующую информацию, с учетом ее формируется мысль. Мысль формируется нашим рассудком. Значит, мысль зарождается из пространства. Притягиваем ее нашим мышлением. В голове мысль не зарождается, а она именно притягивается нашим побуждением, нашим мироощущением. Мы притягиваем, другими словами, то, чем живем, то мы и притягиваем из пространства. И, безусловно, мысль всему голова. Она основа всего. И из пространства, когда мы притягиваем в виде энергии информацию, то эта информация возникает и формирует в нашем мозгу мысли-образ. Согласно этому мысли-образу мы выражаем свое мировоззрение. Множество мыслей наполнен план тонкий. Любая мысль рано или поздно будет проявлена. Мысли, которые извне приходят, они скользят по нашему мозгу, они не стали нашими, они улетучиваются. Мы их не можем проявить достаточно ярко, пока эта мысль не станет нашей. Любая механическая формула – это не есть сознание, и это не есть мы сами истинные. Только движение мысли в творческом процессе созидания становится соединительным каналом сознания, внешнего и внутреннего состояния.